Комментарии по итогам встречи Путин-Байден, которые мы услышали от американской и российской сторон, свидетельствуют о ценностных различиях этих двух держав. Для Соединенных Штатов это защита прав и свобод человека, восстановление демократических институтов в Беларуси и проведение честных демократических выборов. В свою очередь, российская сторона исходит из приоритетности своих сфер влияния, в которые она включила Беларусь. И, поддерживая диктатора, делает вид, что не замечает проблему массовых репрессий и нарушения всех прав и свобод в Беларуси. То, что Беларусь стала предметом обсуждения на уровне глав государств США и России, свидетельствует о том, что внутриполитический кризис в нашей стране перешел на уровень угрозы региональной безопасности, а в действительности вышел на уровень геополитики. Оценивая это, важно понять, что причиной такой сложившейся ситуации являются действия нелегитимного режима в Беларуси, который представляет уже угрозу не только для белорусов, но и для всего европейского региона. Понимая важность обсуждения Беларуси на высшем внешнеполитическом уровне, мы исходим из подхода, что ничего о нас не должно обсуждаться и решаться без нас. Белорусы должны самостоятельно решать судьбу своего народа и своего государства. Но если же этот вопрос Беларуси выносится на обсуждение мировых лидеров, там очень четко должна звучать и позиция белорусского народа, что было представлено, к сожалению, только одной из сторон – Соединенными Штатами. То, что Россия фактически ушла от обсуждения конкретных путей выхода из сложившегося в Беларуси кризиса, понимая, что санкционное и политическое давление на режим Беларуси будет усиливаться, может привести к реализации двух подходов. Во-первых, Россия будет принуждать режим к проведению референдума по новой конституции и к досрочным выборам в Беларуси. Во-вторых, отказ России от диалога создает дополнительные возможности для более решительных действий западных партнеров. В качестве набора эффективных инструментов воздействия на нелегитимную власть Беларуси будут использоваться полная политическая изоляция, экономическое давление через применение секторальных санкций, которые в ближайшее время могут быть озвучены, а также привлечение к правовой ответственности как самого диктатора, так и других лиц, ответственных за совершение противоправных действий в отношении граждан Беларуси и третьих стран. Понятно одно: и для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко проблема, которую надо решать. Но темп решения этой проблемы и обеспечения белорусских интересов зависит от нас, белорусов.